Всем привет! Мы над Черноморским побережьем, пролетаем над аэропортом города Сочи. И сегодня по зонах ожидания. Мы заходим на полосу 06 по схеме Binol 1 Lima. Соответственно, мы не забыли выбрать все транзиты, которые нам необходимы. Но сегодня, наверное, больше не об этом, а именно о постановках зон ожидания, потому что они немножко отличаются по тому, как их выполнить на ICE 750 Citation X от FlightFX. И, соответственно, у нас по схеме Binol 1 Lima заявлена зона ожидания в точке Pitop. Для того, чтобы попасть в настройки зоны ожидания, нам необходимо на FMS нажать кнопку DIR, выбрать точку, в которой мы хотим выполнять зону ожидания. По схеме Binol 1 Lima это точка Pitop. И специально выбрал Сочи, потому что здесь точки зоны ожидания настраиваются не совсем так, как везде. Они иногда имеют путевой угол, отличный от курса, которым мы заходим на эту точку. Нажимаем, соответственно, кнопку DIR. Нажимаем кнопку LSK4, выбираем режим Hold, выбираем точку Pitop, в котором мы собираемся выполнять зону ожидания. И у нас заявлена зона ожидания с путевым углом 281 градус. Зона ожидания у нас левая. И, соответственно, к примеру, нам диспетчер выдал предписание спускаться до эшелона 190. Соответственно, на этой высоте в зоне ожидания будет длина плеча 1,5 минуты. Соответственно, вводим курс и направление зоны. Вводим 1,5 минуты. И нажимаем Activate. И мы видим, что на нашем полетном плане нарисовалась зона ожидания, которую мы, собственно, и будем здесь крутить. Сейчас мы уже достигли высоты заданного эшелона 190. И, в общем-то, теперь нам нужно дойти до точки Pitop для того, чтобы самолет начал выполнять Hold. Также в Hold можно зайти другим путем, нажав кнопку Nav и выбрав опцию Hold здесь. Также, соответственно, мы можем выбрать сейчас холды, которые у нас работают, и создать новый холд, новую зону ожидания в новой точке. И вот сейчас мы видим, что наш самолет пересек точку Pitop и заходит в зону ожидания, в которой мы, соответственно, и будем находиться какое-то время. Почему эта процедура важна? Потому что это один из лучших способов создания интервалов при интенсивном движении. Если вы летите на большой ивент и ожидается достаточно большой трафик в зоне прибытия, то заранее стоит подготовиться, посмотреть, как по вашей схеме будет выполняться зона ожидания, для того, чтобы выполнить ее быстро и не создавать суету, сумятицу и не вызывать недопонимания между вами, диспетчером и другими пилотами, и, соответственно, оперативно выполнить зону ожидания, потому что иногда по-другому решить проблемы с узкими интервалами между пилотами достаточно тяжело. Очень часто сейчас наблюдаю, особенно на ивентах, где проходят экзамены. Это не совсем ивент, но тем не менее событие. Так как здесь нет четкого маршрута из одной точки в другую, когда летят самолеты, а самолеты могут приходить с разных направлений, их очень тяжело на контроле развести по интервалам. Ну, наверное, очень тяжело, не мне судить, просто вижу, что такая ситуация частенько бывает. И борты на прибытии создают, достаточно серьезную, скажем так, давку перед полосой. Есть также борты, которые взлетают, полоса может быть, достаточно недоступна для посадок и взлетов, занята часто. И один из способов — это как раз холдить самолеты, то есть поставить их в зону ожидания для того, чтобы между ними обеспечивать необходимый зазор. Ну и сейчас находясь в зоне ожидания, обычно нас постепенно начинают снижать. Например, сейчас у нас эшелон перехода или высота перехода 13 тысяч футов. И давайте мы вот сейчас выполним снижение до
скажем, 14 тысяч футов. То есть это эшелон, ну, последний перед транзитным, да, к примеру, мы на него спустимся. И нам нужно понимать, что при высотах в зоне ожидания от эшелона 140 до высоты 10 тысяч футов у нас должно измениться время ожидания. Сейчас попробуем это сделать в рамках интерфейса C750 от FlightFX. Переходим, соответственно, на Hold для того, чтобы выбрать уже существующую зону ожидания P-Top. И, соответственно, здесь попробуем сделать вот таким вот образом. 1 минута, Activate. Видите, у нас, соответственно, схема изменилась достаточно сильно. И мы должны помнить о том, что у нас есть ограничения по скорости. Поэтому переходим к автомату тяги и, соответственно, снижаем скорость до предписанных нами 230 узлов. Смотрим, как самолет будет все это отрабатывать. Ну и сделаем петлю для того, чтобы примерно понимать. И вы, соответственно, могли увидеть, как все это, в общем-то, работает. T750 снижается достаточно быстро. Сейчас мы уже на подходе к нашей зоне ожидания. Вполне займем предписанный нам эшелон. И, соответственно, мы видим, что у нас точка P-Top, точка, которую мы прошли, и, соответственно, что в точке P-Top у нас, соответственно, есть Hold с нашим путевым углом, который мы сюда внесли, 280 градусов, и Hold в левую сторону. Ну, допустим, предыдущий самолет вышел из зоны ожидания, и диспетчер еще раз дает команду нам снижаться до высоты 10 тысяч футов, то есть ниже транзитного эшелона. Мы, соответственно, вводим нашу высоту. Flight Level Change, и можем перейти на, соответственно, то давление, которое нам необходимо. 10-18 для работы уже, соответственно, на посадке. Ввели. Все прекрасно. Двигаемся дальше. Наш самолет практически встал на нужную траекторию. И как мы видим, самолет, так как мы не вышли из зоны ожидания, опять начал левый разворот. И, соответственно, продолжает выполнять зону ожидания, крутиться здесь на высоте. Теперь, соответственно, по тому, как выйти из зоны ожидания. То есть это может быть два пути. То есть мы можем выйти просто, соответственно, нажав Exit Hold. И тогда самолет у нас, сделав необходимую нам петлю, пройдет через точку P-Top и, соответственно, продолжит движение дальше по той траектории, по тому маршруту, который был заложен в FMS. Иногда этот путь может быть слишком долг. Если нам нужно выйти позже, точнее раньше, не дожидаясь выполнения всей петли, мы, соответственно, можем сделать
спрямление на следующую точку, и иногда диспетчер, в общем-то, так и выдает. То есть, там, к примеру, такой-то, такой-то, двигайтесь прямо на точку такую-то, такую-то. Ну, вот, допустим, что нам выдали сразу выход из зоны ожидания на точку Сьерра 0,68. Соответственно, мы нажимаем кнопку мы нажимаем кнопку Direct. Смотрим, что нам разрешили спрямление на точку Сьерра 0,68. Выбираем ее, и наш самолет начинает разворот до этой точки, как бы выполняя спрямление. Допустим, нам разрешили снижение до 2000 футов, это высота initial fix, на которой мы должны пройти на высоте 2000 футов или выше. И, соответственно, на прямой мы должны быть как раз на высоте 2000 футов для захода на полосу 0,6. Мы будем выполнять ALS Zulu заход на 6-ю полосу. И, к примеру, здесь диспетчер может понять, что у нас выполнен интервал необходимый, и может спрямить нас еще дальше. Например, сразу на Initial Fix, который для полосы 0,6 у нас является Sierra 0,62. Давайте выполним такой маневр. Да, кстати, об ограничении скорости. Ограничение скорости в зоне ожидания было 230 узлов. Здесь, если диспетчер вам ничего про это не сказал, соответственно, лучше уточнить, продолжаем ли мы поддерживать скорость 230, либо у нас ограничение по скорости отсутствует. Ну и допустим, что ограничение по скорости отсутствует. Переводим FMS в режим авто. Ну и, соответственно, так как мы на высоте ниже 10 тысяч футов, самолет будет поддерживать скорость не более 250 узлов. И мы уже видим, что, по сути, Sierra 0,62 у нас вот здесь. На ней мы, соответственно, будем выходить на посадочную прямую. Выпускаем закрылки. Положение 5. Дожидаемся, что скорость наша должна снизиться до 210 узлов. На 210 узлах выпускаем шасси в положении down. Мы, в принципе, на прямой, поэтому включаем навигацию ALS, запускаем режим Approach. И, по сути, мы находимся на посадочном курсе. До нашего маяка 9,5 миль примерно. Citation X достаточно быстро снижает скорость при выпуске закрылок. Я рекомендую выпускать закрылки в 15 где-то примерно за 6 морских миль до полосы. Ну, соответственно, по ALS маяку мы можем контролировать расстояние. Где-то примерно за 1 милю он снижает скорость до выпуска механизации дальше в положении 35. Сейчас мы видим, что локалайзер у нас, ну, то есть маяк ALS в горизонтальном профиле уже захвачен. Минимум 740 футов. Аэропорт у нас уже сложный и горный. Закрылки 15. Чуть-чуть раньше я дал.
соответственно, произошел у нас захват глиссады. И теперь наш самолет движется строго по нужной нам прямой. Вот видите, скорость упала до необходимых 170 узлов на 15-х закрылках. И теперь, условно, за 4,5, за 5 миль, чтобы не тормозить заход, потому что скорость в 35-х закрылках у Цесны там будет порядка 130 узлов, что означает, что вы будете идти там условно 4 мили лететь достаточно долго. Вот на 4 милях выпускаем закрылки. В положении 35. И прекрасно наблюдаем полосу, отличная погода в Сочи, ветер у нас вроде бы не очень сильный, почему-то не показывается он у меня на MFD, ну ладно, это не сильно принципиально, потому что он был что-то порядка 4 узлов, то есть можно сказать, что его нет. Минимум. Переходим на ручное управление, на ручное пилотирование. Проверяем, что по закрылке в позиции 35. Идем чуть-чуть ниже глиссады сейчас. Но в целом мы заходим хорошо. Да, бизнес-джет — это не 320, у которого ручку лучше не трогать, он летит как паровоз, скажем так, очень большой, инертный. А бизнес-джеты все равно немножко виляют всегда на полосе, и это, в общем-то, нормально. Чуть-чуть выравниваем, убираем тягу, выравниваем самолет. И пушное касание. Отлично, 1.05 G. Прекрасный показатель. Реверс. Ага, есть слип небольшой, хорошо, понятно. Ловим самолет. И докатываемся. В Сочи у нас куча закрытых рулежных дорожек. Эко, по-моему, работает. Могу ошибаться, но я думаю, что для симуляции это не сильно важно, сильно страшно. Освобождаем полосу. Весь самолет должен находиться за линией. Останавливаемся. Стояночный тормоз. Такси огни, посадочные отключаем. Отключаем стробы. Ну и на этом я закончу видео. Потому что, в общем-то, все, о чем я хотел сегодня рассказать, я рассказал. Всем мягких облачков. Спасибо за ваше время. Спасибо, что смотрели. Всего доброго. И до свидания.